Привет, друзья! Всем большой привет! Добро пожаловать на канал «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык, кто практикует русский язык. Сегодня у нас будет влог, и в этом влоге я хочу испытать мою новую покупку. Нет, это не она. Моя новая покупка в моем рюкзаке. И это тоже лодка. Это такой мини-каяк у меня за спиной. Вот это вот макро-каяк, большой каяк, а у меня микро-каяк, который называется Пак-Крафт. И я хочу его испытать. Я хочу показать вам его и вообще попробовать, смогу ли я здесь на нем поплавать при таком течении. Видите, здесь не очень видно, но, не знаю, течение есть. Кажется, здесь оно не очень сильное, но дальше оно может быть сильнее. Сначала хочу немного рассказать, друзья, где я нахожусь. Сейчас перед вами будет карта. Вот здесь находится Буэнос-Айрес, вот здесь находится город Тигре, где я сейчас и нахожусь. Это маленький, красивый, курортный городок, и он находится рядом с дельтой реки Парана. Вы ее тоже сейчас видите на карте. Эта дельта, как и многие дельты рек, эта дельта выглядит как вот течет река, и потом она как бы размножается. В смысле, очень большое количество разных маленьких рек, каких-то каналов, ручьев, и все это образует такой огромный водный массив, который называется дельта. Да? Дельта — это то место, где река впадает в море или в какой-то залив. Да? Соответственно, я сейчас нахожусь здесь, в этом городе, и я хочу попробовать поплавать по дельте. У меня сегодня тестовый сплав. Да, тестовый сплав. Я хочу немного сплавиться по реке, поплавать по разным ручейкам, по разным маленьким рекам и посмотреть, реально ли вообще это сделать на Пак-Крафте. Давайте посмотрим, что у меня получится. Итак, что у меня есть? Что у меня есть в комплекте? Вот это сам Пак-Крафт. Он весит примерно 4 килограмма, и это на самом деле достаточно тяжелый и объемный Пак-Крафт. Обычно Пак-Крафты где-то 2-2,5-3 килограмма максимум, но это достаточно большой Пак-Крафт, но, к сожалению, в Аргентине другой было купить просто нереально. Это был единственный, который можно было купить. Но его преимущество в том, что он очень прочный и износостойкий. Его сложно порвать, как-то повредить. Затем вот такой странный насос. Нужно будет купить другой, но пока у меня есть такой. Весло из 4 частей. Достаточно хорошее весло. В Аргентине оно стоило лучше не знать сколько. 2 гермомешка, то есть герметичных мешка. 2 герметичных мешка. Еще один есть маленький для телефона. Один маленький гермомешок для телефона. И обязательно спас-жилет или спасательный жилет. Вот такая вот штука. Сейчас я надую Пак-Крафт, все приготовлю и попробуем с вами отправиться в небольшое путешествие.
Ну что ж, мы начинаем, и уже появились первые проблемы. Это сильные волны. Так как Покрафт очень маленький, а волны сильные, то у меня уже вода внутри. Вот. Но сейчас нет никаких кораблей, катеров, поэтому я наконец-то могу начать. Но волны все равно сильные, но мы попробуем начать и потихонечку грести. Покрафт, к сожалению, очень сложно направлять ровно, чтобы он шел ровно, потому что у него нет никакой курсовой устойчивости. То есть по крафту сложно держать курс. Но в целом я плыву, пока все нормально. Если будут большие корабли, вот тогда у меня будут проблемы. Так, а вот теперь мне нужно плыть туда. Мне нужно пересечь эту реку. Нужно пересечь реку, но та река с быстрым течением. Поэтому я не уверен, что у меня получится. В смысле, нет, у меня, конечно, получится, но это будет сложно. Потому что там впереди сильное течение. Воу, еще сильные волны. Еще сильные волны. Блин, это, конечно, кайф. Это, конечно, кайф. Вообще. Ну что могу сказать? Прошли первые 10 минут моего плавания на Покрафте. И на самом деле круто. Круто, потому что я не ожидал, что я смогу плыть так быстро. Конечно, я плыву гораздо медленнее, чем ребята на таких длинных каяках. Но тем не менее, я могу плыть, я могу двигаться. Волны — это, конечно, проблемы, когда большие волны, нужно быть очень аккуратным. Но в целом очень все мне нравится. Сейчас здесь уже начинается такая узкая речка, очень узкая, видите? Узкая речка, и здесь гораздо проще плыть, потому что здесь нет быстрого течения. Вот, поэтому здесь достаточно легко плыть. Я плыву туда, и сегодня мой маршрут, я надеюсь, в основном будет по маленьким узким речкам. Как всегда, конец маршрута самый, интересный. Самый интересный. Это конец маршрута. Воу. Вот это было опасно. Единственное, что здесь очень много людей, но это очень популярное место, оно очень близко к железнодорожной станции и к городу. Вот сейчас будут волны, смотрите. Сейчас будут волны. Опа! Ну, это небольшие волны. Это нормально. Сейчас опять будут волны. Это небольшие волны, все нормально. Ну что ж, продолжаем маршрут. И надеюсь, что мне удастся показать вам красивые места дельты реки Парана. Собаки говорят: надоели эти каякеры.
Уберите этих каякеров отсюда. Слишком много каякеров. Вообще уникальность этого места состоит в том, что здесь находятся такие маленькие причалы и дома. Я не знаю, это дачи или это дома, где люди живут постоянно, но этих домов здесь очень много. И здесь даже есть специальная водная маршрутка, которая ездит по этим каналам, и это часть городского транспорта. А еще здесь есть школа. Школа, к которой тоже можно приплыть. Ты можешь приплыть, то есть дети плывут в школу утром. Представьте, утром ты плывешь в школу. Короче, здесь своя инфраструктура, своя система и своя жизнь. И многие такие домики можно снять, и пожить там 1 день, 2-3 дня, или приехать на выходные, например, порыбачить здесь и поплавать на каяке. Просто класс, друзья, просто класс. Итак, впереди снова широкая река с быстрым течением. Видите, какие там огромные ходят, как их назвать-то, не знаю, корабли, не корабли. Ну ладно, назовем это кораблем. А вот, кстати, маршрутка едет, про которую я говорил, друзья. Вот, видите, там такая небольшая, деревянная. Вот это маршрутка. А вот еще одна идет маршрутка. Это вот городской транспорт такой здесь. Но мне нужно как-то пересечь эту реку. Здесь очень много больших суден, то есть больших катеров, кораблей, маршрутки плавают. Поэтому нужно быстро это сделать. Нужно быстро пересечь эту реку. И здесь волны большие. Короче, с Богом! Какие волны! Мама! 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 А вот так выглядит остановка водной маршрутки. Вот раз остановка, там дальше тоже есть остановки. И на другой стороне реки, тоже вот они остановки. Раз и два. Ой, катер идет, надо спасаться. Вот какой катер большой. Какой большой катер. Не знаю, или яхта. Я плохо разбираюсь в названиях таких больших суден. И все ждут, пока проплывет. А, кстати, вот, смотрите, это, наверное, это не государственная маршрутка, но это какая-то, может быть, частная маршрутка. А может быть, кстати, это тоже государственный катер, который доставляет людей. Вот, видите, парень пошел туда. Вот такая жизнь идет здесь, в дельте реки Парана. Я чувствую запах жареного мяса. Вот здесь находится ресторан. Здесь очень много разных ресторанов, отелей и таких хижин, которые можно арендовать. Эх, а у меня с собой нет никакой еды. Ну ладно, поплыву дальше туда. Вот здесь мне очень-очень нравится. Здесь тихо, здесь нет катеров и нет моторных лодок. Блин, только я сказал, что нет моторных лодок и катеров, как сзади идет
катер. Ну ладно. Но все равно вот такие узкие речки или ручьи... Ну нет, ручей мы это не назовем. Речка. Речка, может быть, протока. Вот такие места мне очень-очень нравятся. И катер едет. Давайте на него посмотрим. Вот он, нарушитель нашей идиллии. Нарушитель нашей идиллии. Ну ладно. Здесь мало таких катеров. Посмотрите, какие красивые домики. Вообще очень хочу проплыть далеко-далеко туда, куда-нибудь, где нет людей, где нет катеров, где только природа, где нет домов. Тут есть такие места, но сегодня у меня нет времени. Нужно несколько дней, чтобы доплыть до таких диких, безлюдных мест. Ребята, представьте себе, здесь можно взять кофе на вынос, то есть кофе с собой. Плывешь такой по реке, плывешь, захотелось кофе, заехал, взял кофе с собой и поплыл дальше. Вот это вот красота. А еще смотрите, какой здесь чудесный пес. Ну что ты, красавчик? Ну что, красавчик? Да. Красавчик. ¿Cómo? Quiere meterse en el bote. Ah, ok. Muy amable, muy amable. Мне сказали, что он может запрыгнуть в лодку. Вот этот пес может запрыгнуть к тебе в лодку и уплыть с тобой. Вот такой искатель приключений. Собака в лодке. Кстати, интересный факт про цвет воды. Вы можете заметить, что цвет воды достаточно странный. И я вначале тоже думал, что эта вода такая грязная, как здесь можно купаться или плавать. Но на самом деле местные люди мне объяснили, что это такой уникальный цвет воды. Хотя он не уникальный, мне кажется, в Азии я тоже видел воду такого цвета. Это не потому, что вода грязная, а потому, что в ней содержатся какие-то минералы, какие-то вещества в воде. Поэтому цвет воды вот такой. Вот она идет, маршрутка. Там внутри сидят люди. Вот, можно им помахать даже. Вот. Вот такая вот маршрутка. Друзья, посмотрите, какая красота. Вот такие маленькие речки – это, по моему мнению, самое лучшее и самое красивое. Здесь вообще никого нет. Катер здесь, наверное, не проедет или проедет, но с трудом. А Покрафт проходит вообще везде, где есть хоть немного воды. Очень-очень красивое место. Наверное, самая красивая часть маршрута. Хотя весь маршрут по-своему прекрасен.
но все-таки есть места, где не проплыть даже на Покрафте. Я долго плыл по реке, где, не знаю, вот столько, наверное, воды, совсем мало воды, но эта река превращается вообще в ничто. Воды практически нет. И я попытался пройти там. Вот посмотрите на мои ноги. Вот так вот это все выглядит. Но идти, к сожалению, невозможно. Вот ты проваливаешься. Вот так это все выглядит. И у меня нет какой-то обуви, в которой я мог бы здесь пройти. Поэтому, кажется, нужно повернуть назад. Опа. Фух. Да. Ах вы, сволочи! Сволочи! Поганые комары, а? Ух, какие суровые комары! Суровые комары! Фу! Все, надо уходить отсюда. Надо отсюда уходить. И быстрее. Как всегда, конец маршрута самый, интересный. Самый интересный. Это конец маршрута. Воу. Вот это было опасно. Что могу сказать, друзья? Расскажу о своих впечатлениях по поводу небольшого путешествия на Покрафте. Первое. Все получилось гораздо лучше, чем я думал. Я думал, что на Покрафте будет сложно держать курс, то есть плыть прямо. Я думал, что я буду плыть вот так, но нет. Конечно, Покрафт чуть-чуть отклоняется от курса, но тем не менее грести достаточно комфортно и удобно. Это, прям правда. Следующий момент — это, наверное, минус. Это скорость. Конечно, я плыву медленнее, чем люди на каяках. На настоящих, особенно пластиковых, длинных каяках. Однако, этим людям нужно брать каяк в аренду или ввести каяк на машине. А Покрафт ты можешь взять с собой в рюкзаке. То есть Покрафт компактный. И он позволяет тебе ходить вместе с Покрафтом, потом плыть, опять идти, плыть. То есть такой комбинированный поход. И пеший поход, поход пешком, да, пеший поход, потом водный поход. Опять пеший, водный. Классно, классно.
у меня море впечатлений. Даже не так. Это не то, чтобы впечатление, просто какое-то наслаждение. Я получил такое истинное наслаждение. Очень классно, очень клево. Мне осталось еще минут 40 до конца маршрута. Где-то 2,5 часа занял весь маршрут. В общем, мне все понравилось. Мне все понравилось, друзья. Надеюсь, вам тоже понравилось это видео. Поставьте ему лайк, подпишитесь на канал. Транскрипции для видео и для моих подкастов есть в мембершип-программе. Присоединяйтесь к мембершип-программе и изучайте русский быстрее. До встречи в следующем видео. Пока. Ugh.